Хочу немного нажаловаться. Ты замечала, когда Анжела приезжает, они постоянно с Тёмой общаются очень много? Или нет? Я замечала, и это не норм. Ты помнишь последнюю ситуацию? Да, причем она, иногда жестко отшучивается. Я, конечно, понимаю, что это ее формат и так далее, вот эта вот вся сущность. Если честно, извини, вот насчет Анжелы, зачем она вообще приходит, типа? Она девушка русая. Насчет Руса и его гарема, это вообще на самом деле отдельная история, потому что когда он привел домой Анжелу, я как бы знала ее, знала как блогера, как... Расслабься, менеджер. Вот, я как раз про это. Я выхожу поздороваться, первый раз вижу человека, абсолютно первый раз. Выхожу из комнаты, сидит на диване она, и я говорю, вот там, привет, вот это дружественное рукопожатие. И она меня спрашивает, а ты здесь как менеджер? И я думаю, да, вообще как уборщица. Менеджер, слабоумная, по-моему, у нас отличная комната. Я считаю, что сейчас твой выход насчет слабоумной, это трэш. Так вот, как говорится, сидим мы все вместе в компании и обсуждаем одну девчонку. Знаете, как бывает в компании, просто решили кого-то обсудить, немножечко подзасрать. И капитально получилось ее подзасрать, и, как всегда, у Анжелы получилось ее засрать так неплохо, что я вам хочу сказать. И на самом деле, я реально общалась с этой девчонкой, и мне она не кажется настолько плохой или тупой или так далее. И я об этом сказала, что наедине она достаточно приятная. И Анжела говорит, ну да, если ты такая же слабоумная, как и она, возможно, тебе будет с ней нормально и даже интересно. Все сидят, Милде стало неловко, она сделала вид, что ничего не поняла. Я прекрасно увидела, что она все поняла. Зачем это делать? Во-первых, прилюдно. Во-вторых, когда ты в гостях, давайте назвать вещи своими именами, это наш дом, это наша квартира, да. И она к нам пришла в гости. И я не поняла в этой ситуации ни Анжелу, в первую очередь, ни во вторую же очередь Руслана, который не сказал ей ничего. Просто когда они там с Тёмой шутят и насчет меня, иногда так жестко, я вот сижу и думаю, Тёма, тебе со мной жить, не с Анжелой. Просто когда Анжела приезжает, ты как какой-то бич немного становишься, и она тебя в этом жестко поддерживает, и вы жестко отшучиваетесь. Вы, наверное, не замечаете это в своей манере, но мне, обидненько. Меня напрягает, прям, я бы сказал, раздражает срач, который ты оставляешь. Ты мне это, если спокойным и нормальным лицом скажешь, я послушаю, это нормально приму. А когда это как подъебка какая-то, меня это злит. В плане, и мне как будто, знаешь, я такой человек, который еще и на зло может делать. И когда ты мне говоришь с сущим лицом, вот это надо за собой прибирать, она такая, да, так с ними и нужно. Я не помню, что она сказала. Она так и сказала, в этом-то и прикол, я охуела с этого. Вы самое близкое сейчас, что у меня есть. И если есть какие-то претензии, вы сразу говорите, я это буду стараться исключать. Да, я себя так повел, но я даже подумать не мог, что эти шутки могут кого-то задеть. Я извиняюсь за то, что пошел на поводу у Анжелы и так похабно вел себя по отношению к Милде и Лине. Прости, пожалуйста. Не ко мне. А к кому? К Алине. Меня ж там не было, зай. А, да? Мне, в принципе, просто Анжела не нравится. Меня там не было. Йоу. Ну и ты прости. Все простите меня в этом сезоне. Я последняя конченая мразь. Что там? Что там? Цветочки. Вот это букет. Короче, заносит букетик. Нет, это мило, конечно, но можно было что-нибудь поинтереснее. Это Рус. Нет, это мило. Все, даже розочка дряхлая, мертвая, была бы хорошо. Даже ромашка. Это внимание. Но можно покруче. Какая разница? Для Лины, для кого эти цветы? Я уже сказала. Для Лины? А от кого? И тут мы видим, что у Лины букет. Я не понимаю вообще ничего. Я уверена, что это Рус. Я уверена, что это Рус. Да, я тоже уверена, что это Рус, но он же с Анжелой. Чего вообще? Любовь Казанова. Ничего не понимаю. То есть на два фронта работаем, да? Это ты подарил цветы Лине? Стоп. Я ждала еду. Рус. Смотри. Че, у меня время 23. Нет, это не я. Как нет? Это не я. Это не... Да не. А кто? Не знаю.
Рус, ну ты уже спалился. Это не я. Да в смысле, посмотри, ты сейчас покраснеешь. Рус, ты точно не способен на букет, блин, цветов для Ави. Ты ошибаешься. Ну, тебе букет точно не буду. Мы когда это снимали, у тебя такая же была реакция. Это не я. Я слово даю, это не я. Водичка, слышь, ты я. Нам подарок 10 штук. Слово не даю. Ай. Аля, а что это за пощечина была? Русу? Да. Ну, потому что он ко мне лезет, он постоянно ко мне лезет. Мы когда в Турции были, он тоже лез. Ну, мне это не особо приятно, я ему говорила, типа, все, Рус, не надо, перебор, харе, не надо. Ну, ладно, Турция, типа, там не было Эмиля, да? Да, Эмиль сидит в этой же комнате. Но я ему еще тогда говорила, типа, Рус, отвали. А тут еще и Эмиль сидит рядом, но ему все равно, он лезет в мои уши. Зная, какой Эмиль ревнивый, жесть. Ну, я считаю, как-то переборчик. Ну, короче, ребята, на самом деле новость есть. Ну, давай. Помните, когда у нас было собрание по реалити с вами? Ну. Я попросил 9 часов, чтобы все ушли. Да. Помните, я скидывал ссылку на одну девочку? Ну, я угадал. Все угадали. Вот, она просто приходила, мы подписали с ней контракт, вот, и она уже сейчас поедет сюда. Я был в офисе. Как-то тема заходит про нового участника, потому что Рома до этого сказал, что вас ждет какой-то сюрприз. И тут речь заходит про нового участника. Мы такие, так, ну он до этого показывал какую-то девочку. Возможно, это она. Мы такие, ну может, все-таки это не то, о чем мы думаем. Но он же пришел, когда тоже нам фотографию показывал, такой, опа, вот это вот будет с нами. И мы все такие, ну нет, ну не надо, Да, она до нам не этого, на нравится, секундочку, девочки нам не каждый- нужны. На секундочку до этого каждый второй говорил о том, что если это будет она, мы встанем и уйдем в этот же момент. Ребят, я что сказала, если будет новый участник, я вот запрусь в ванной. И мы все вместе. Все говорили. Все говорили. Блин, а ты бы реально ушла, если бы пришла она? Нет, конечно. Что это, не за кого-то уходить, что ли? Ребят, у него, правда, мало подписчиков. Кто? Он похож на соду. Но он... Так проблема только... Ну, он правда клевый. Ты заметила реакцию Эмиля? Он прям так, знаешь, ну, немного даже разозлился. Я не увидела, правда. Ну, бывает. Он вывозит чисто из-за того, что на соду похож. Человек, как шарит немножко в этой теме, я скажу, что это недолгосрочный персонаж, 100%. Я имею в виду, он ворвется, ну, типа, на полгода максимум, из-за того, что он очень похож на соду, он неплохо танцует, и он пропадет. Мы все вместе начали обсуждать одного парня, который часто мелькает в ТикТоке. Его Елисей подкинул, такой, смотрите, какой классный чувак, было бы классно, если бы он был в команде. Я смотрю, такая, ну да, он мне просто не нравится, и поэтому я ничего не ответила. Я Алина, когда сидели, я говорил, что, во-первых, у него мало подписчиков, а во-вторых, ну, даже если он будет хайповать на том, что он похож на Судулава, будет ситуация, типа, волна пройдет и все. Так он не хайпует, что он сюда. А вот библиотека. Разве не хайп? А вот библиотека? В общем, да, библиотека — это тренд, который я снял огромное количество раз, и из-за того, что он очень много раз залетал, и, в принципе, ко мне приелся этот тренд, из-за того, что я получил свою популярность отчасти даже из-за него. Но мы от этого уходим. У меня ник Total Art, зовут меня Артем, и библиотека — это просто слово, которое осталось в прошлом, и уже так меня никто не называет. Говорю про хайп на внешность. Да, ну. Так он, кстати, пришел уже. Туда посмотрите! Лер, ну, хотела парня, получила парня. Блин, ну просто понимаешь, во-первых, первое, я офигела, потому что я думала, что он реально как Судолав, а он просто красивый, симпатичный мальчик, и как бы я рада, что у нас такие парни в команде. Понравился? Просто красивый. Я недавно увидел в рекомендациях парня, решил сохранить его и предложить в команду. И появляется Макс, мы все рады. Рады же? Ну, я был очень рад, потому что я не ожидал, что я прям попаду в точку. Я хорош. Я Макса знаю давно, но он мне просто не нравится. Ну, я не знаю, ну не нравится мне человек, и все.
Но встать все-таки стоило, наверное, потому что мы в одной команде, надо было как человека поприветствовать, что ли, то я такая, я не буду к тебе подходить. Это было неправильно, не делайте так, даже если вам не нравится человек. А у вас... Всем привет, я Макс, я новый участник SkyFM, мне 19 лет. Мой ник сделал чисто, но завтра я его меняю. Здесь вставят на другой. Подписывайтесь, ставьте лайки, жду всех. Я поздоровался, я обнялся. И сейчас ты зашел. Я сейчас скажу, подожди. Макс. Макс заходит. И мы с Ави такие. Да, реально, что за хуйня была, я не понял. Я тебе говорил, что меня была прям там. Макса, я когда был еще в Осетии, ты, скорее всего, тогда уже снимал. Нет, я помню, когда я только начал. Ты мне не нравился, знаешь почему? Потому что у тебя каждый видос был мой видос, потом такой же танец у тебя. Не, почему? Я же отмечал тебя. И там черкаты писали, а при чем тут Руслан? И где такой? На одном видосе, Макс. Понятно, рост я недолюблю. Да. Одеваться некуда, ребят. Мы такое... Насчет того, что Рус не рад видеть Макса, я этого вообще не понимаю. Особенно учитывая то, что Макс новенький, и так встречать новеньких — это абсолютно неправильно. Ну, слушай, Лина вообще хотела встать и уйти в этот момент. Так что... Ну, никто не встал и не ушел, так что... Добро пожаловать! Отвечайте за базар! Ну что, добро пожаловать в семью. Да, спасибо. Не за что. Прикройся, я не могу. Отстань. Я правда не могу, прикройся. Отстань. Я решила вытащить Макса в кафешку для того, чтобы узнать его поближе, узнать, что это вообще за человек. И на самом деле я немного была в замешательстве вообще от нашего диалога, потому что... Почему? По кочану и по капусте, потому что я задавала какой-то конкретный вопрос, на который ответ был вот что-то вот из вот такое вот. А вот это квест. Это не квест, это из разряда квест. ты хочешь получить ответ, и ты его не получаешь. Вот, ну, признайся честно, ты же был в какой-то момент, когда начинал вдохновлен Русланом? Ну, я не могу сказать, что именно вдохновлен. Типа, я нашел то... Типа ты пи***л его формат просто? Нет, я отталкивался от его формата, да. Он сдавал стиль, я подхватывал. Но это, знаешь, я еще так рассуждал, типа, он протаптывал мне дорожку. Начинал, да, я видос смотрел, как у тебя такой танцы, я тоже танцевать умею. У тебя есть видос даже со стрижкой такой же, как у меня, под тот же звук, да, с таким же переходом. Смотрите, надо его поднять в топы. Я делаю вот так, оп, и другая прическа. Нет, ты в бок делаешь. А, вот так, оп, и другая прическа. Потому что у меня тоже переход в бок. Ну да. И ты обиделся из-за этого? Да нет, сам факт то, что ты это делал... Или тебя отметить надо было? Нет, ты это делал. Мне, Ну и типа, что? мне не обидно ничего. Ну Просто так в чем сам проблема? факт... Ни в чем, просто я тебе это высказал. То, что это странно, так делать. И тут Софа и Макс отходят поговорить отдельно, мы с ребятами садимся за стол, и начинается какая-то полная жопа. Тебя там не было, но я тебе объясню. Мы сидим за столом, и ребята очень сильно гасят Макса. Просто начинают его обсуждать и говорить то, что он повторяет танцы за Русом. Но это ТикТок! В смысле? Это ТикТок, там все повторяют тренды. На этом создавалась эта площадка. Ну, я считаю, что я в принципе видела реакцию Руса, когда зашел Макс. Я считаю, что он переборщил. Я считаю, что он здесь не прав. Так надо, что он стал мальчик в команде. Ну, кстати, Прям парня. пацанов не хватало, это точно. А чего у вас такая усмешка? Да, все Да хорошо. ничего. Красивый торт, новый ник. Че, у нас новый мальчик в команде? Да. Насрал жестко. Вот, все шутки, если что. Нет, на самом деле нам не хватало нового участника до этого момента. Что вообще происходит? Ладно, да. Да. Все. Типа, ник, даже вот элементарный ник. Казалось бы, такая мелочь, но это имя блогера. То есть это то, как ты себя позиционируешь. Реально сложно понять, сделал чисто, это очень идентично. Ну, то есть, если, например, до сложно понять, никто такого Нет, я понимаю, о чем ты говоришь и к чему ты клонишь. В какой-то момент я, типа, вдохновлялся его какими-то танцами, смотрел, да, брал что-то.
А если брать вообще никнейм, то абсолютно нет. Ну, типа... Ну, потому что, блядь, сложно понять, сделал чисто. Ники одинаковые. Когда ты к нам первый раз пришел, когда мы сидели, еще роллы кушали. И когда Руслан начала над мной прикалываться. Почему меня один день Макс вызвал триггер? Это было, когда был тренд, я с прической сделал своей. Это просто пи***ц. Я тогда такой... Макс, типа, у меня есть вопросы. Когда у меня была длинная прическа, я с этим звуком сделал видос, как я стригусь, и Макс выходит такой же видос, я такой, что? Никто не заметил. И я увидел видос Руслана, я такой, это же можно сделать офигенный видос. Типа, вот. Я такой, ну не просто так постригусь, а сделаю этот контент. И такой... Я говорю, я хочу посмотреть на то, как он раскроется, потому что сейчас, пообщавшись с ним, да и, ну, в принципе, посмотришь, он смотрит на Лину, на Руслана, и такой, ну, типа, я напрямую копирую их видосы, ники, типа, тренды в плане волос и так далее, и мне вот интересно, когда он найдет свое что-то уникальное. Что прямо, знаешь, жестко застрял из-за того, что он копирует. Он сам не говорил о том, что вот я смотрю Лину Руслана. Это нормально копировать, нет? Ну, Все копируют танцуй их вначале. танцы. Нет. Типа, это нормально. Плохо, они же танцы придумали. Так, кто говорит, что это плохо? Лер, почему ты думаешь, что все плохо? Ты сейчас говоришь, типа, ну, пока что я его знаю, только как он копирует. Да потому что так и есть. Ну, пока что я его вижу только так, поэтому я и очень хочу посмотреть на то, как он раскроется и найдет что-то свое уникальное. Любой мой контент, который я делал, дублировался на его аккаунте. И дублировался также, вот выходит у меня видос, выходит и такой же видос у него. Я тоже. Есть тип Жан Виктор М. Я начинал, я брал у него видосы, но что-то я тоже делал сам. Типа я не говорю, что все, но я тоже с этого начинал. Я раскрылся. Также жду от Макса. Короче, ты не понимал, почему я у тебя ворую идеи, которые я не воровал? Нет, не идея. Я вообще не понимаю, типа... Смотри, я тебе объясню. У меня выходил ролик, у тебя выходит абсолютно такой же ролик. Типа с тем же, я понимаю, тренды и так далее. Ты просто у меня брал тренд, я ничего, и мне не было, не злился, ничего, мне было похуй. А потом, когда меня пригорело, только с того видоса со стрижкой. Ну, прикольный же видос получился. У меня на 100 залетел. У меня на 3 миллиона. Но у меня было 10 тысяч подписчиков, ребят. Так что нормально. Ну и еще, ну, сделай видос такой. Ну, да все мне... Мне все. Ага, спасибо. Ой! Блин, сейчас упаду. Просто интересно, у тебя образ или ты стеснялся, чтобы знать, к чему быть готовым в будущем? Ну, у меня вроде... Нет, я простой, возможно, какой есть. есть. Типа, я обычный чувак, я не себя никогда никого не строю. Ну, вот просто, лол, я Макс, типа. Вот, все, вот это мой образ. Говоришь, что мы в команде, и типа, Окей, это мы странно в команде, так к нему его взяли в относиться. команду, у тебя спрашивали? Ну, типа, я об этом знала. Я не знал. Ты знал? Окей. Потому что Макс будет в команде. Ты Я знала, просто что Макс будет догадывалась, в но я команде? бы Подожди, хотела, ты типа... знала, что Макс будет в Что, в команде? смысле, подожди? Ты знала, что Макс будет в команде? Нет, никто не знал. Окей. Можешь помочь ему буквально. Помочь? Да, помочь. Какое Ну, другое. как будто мне никто не помогал. Ну, а ты можешь помочь. Раскроется, но не хочу. Не знаю, я рада, что у нас новый мальчик в команде, мне нравится он, в принципе. Как обычно, я и Бенет разделились на два лагеря. Там Тёма с Лерой, вроде бы, тоже начали. Я считаю, что этот конфликт был супер пустой. Просто потому, что девочки, видимо, влюбились в Макса, или, я не знаю, у них крышу снесло. Но они такие, вот, ему надо помогать, он новый участник, на что Рус такой, «Ну, мне не помогали. Да, и это да. нормально, когда человек сам развивается. Плюс никто не говорил, что вот, пусть он сам харит и так далее. Причем мы я так и только сказал. за то, что... Я так и сказал, никто не против этого. Это типа, это неплохо. Все, кайф. Красавчик. Все ребята приехали ко мне в квартиру, мы поснимали тиктоки, поработали, поиграли в Тайного Санту, и сейчас просто сидим, разговариваем обо всем. Атмосфера такая теплая, душевная, классная. Короче, мы же в этом году первый раз будем все вместе праздновать Новый год, дарить подарки. Я так рада, так обожаю эту тему. И мне кажется, идеальной традицией будет сделать Тайного Санту. Блин. Поэтому... Было бы идеально, Лера, если бы ты сделала это побыстрее. В смысле? Что тебе не нравится? Ничего не поняла, честно. Ну, просто побыстрее. О, как меня бесит Рус. Я не могу. Ну нахрена? Ну вот я говорю просто побыстрее можно. Это Рус. А ты куда? Идти там надо очень срочно. Опять? Быстрее, да? Сори. А куда тебе? Просто мы хоть раз соберемся, чтобы ты он уже подарок. А почему у вас постоянные срачки с Русом? У него несовместимость.
Ну, если честно, иногда воспринимаю целую съемку, типа, такой, потому что я не знаю, почему он ко мне нахер, ну, типа, так относится. Рус, можно спросить про Бинет? Что не то? Что не так? Что ты не пристал? Мы ругаемся за Бинет, но ругаемся мы по причине того, что она в один раз ответила Тёме, у нас есть беседа, где Тёма написал для ролика, с кем или чем он ассоциируется, и Бинет написала, пошутила, написала с долбом. Срочный вопрос. С каким персонажем вы можете меня ассоциировать? Из любой вселенной вообще, из... Тёма сидит с серьезным лицом, пишет это, и Бинет такая, Нет, типа, у меня просто тогда было такое, знаешь, подъемное настроение, типа, я, наоборот, хотела У пошутить. Тёмы нет. Я не знала. Ну, я не знала, что так получится. Ну, типа, из этого раскрывать, это прям вообще мне так странно Мне стало, непонятно. просто меня опять же попутал бес, у меня загорела жопа, я решил вот так вот отыгрываться. И тоже Отодрать плохо мне шутить. Да, жопу, да? плохо шутить в сторону Бинета. Вот. Ну, у тебя получилось. Я знаю. Ладно, все, нет, прости, правда, Бинет, я не хотел этого делать, правда. Ребята, всем привет! Меня зовут Вика. А меня зовут Вова, и мы новые участники SkyFM. К сожалению, нас нет в этом реалити, потому что его снимали до нашего объявления. Подписывайтесь на наши соцсети. А также на наши ютубы, через которые мы будем общаться с вами в чате каждую премьеру. Мы вас любим, всем пока! Обожаем! Короче, ребят, мы все с вами в этом году поработали хорошо. Мы подготовили вам подарок от нас всех. От меня и Маши, Веры и Малисент. Мы с 12 по 18 летим в Сочи. Я так счастлива просто. Я слышу, ребята, ваш подарок – это полет в Сочи всей командой. Я офигела. Во-первых, я всегда мечтала, чтобы мы всей командой куда-нибудь свалили. Я тоже. И круто отдохнули, еще и снимем реалити. Это вообще круто. Мы летим в Сочи снимать реалити, завершение. Летим в Роза Хутор. Кататься на сноубордах, пить глинтвейн. Когда Рома сказал то, что мы едем в Сочи, я просто офигела. Ну, серьезно, потому что я очень хотела в Сочи все эти дни, и мы летим командой, это очень круто. Спасибо большое, Маша, Гера, вообще XO, вы лучшие, реально. Исполняете мечты просто. Big facts. Есть вот такой золотистый лес. Да бери с первого самого. Сразу тяжеленький. Это для Лены? Мы решили быть немножечко оригинальненькими, да. И чтобы наш подарок точно запомнился Лере очень-очень-очень. Запомнился. Я это уже видел. Я тебе его презентую. Ну, как тебе? Спасибо. Хорошо? Хорошо. Ну вот когда ты подарил мне подарок на Тайного Санту, я такой типа вау. Вообще забавно, что я тебе выпал. Да, я очень сильно удивился. Да, Я и тут такой, мне Макс. коробку, я открываю кофта, смотрю, ну типа я предполагал, думаю, типа стиль. Я понимаю, чей это стиль может быть. Вот, и ты такой, да, это я такой, типа, но мне было реально приятно. В тот момент прям очень было приятно. Мне также было приятно, что ты его хорошо принял, потому что я честно хотел, чтобы понравилось. И мне понравилось. И я ее сразу надел. А потом ни разу не надел. Просто не было подходящего момента. Мы вместе с Машей и Герой решили сделать подарок ребятам, это поездка в Сочи. Но все пошло не по плану, и я успел 1000 раз пожалеть об этом.
Дело, что, типа, моя девушка даже в рабочей атмосфере, там, даже, типа, вот так вот сделает, типа, я бы вот. Это прям в реалити будет? И если я начну тебя гасить, тебе Не, ну Алишу бы хотели все трахать, Кашапову бы хотели все трахать. Просто такой, с Лерой бы я не переспал. И вот тот самый взгляд. Что вы меня подставляете? Я тебе не писала это! Через 40 минут! Что ты с Елисеем на контрасте, что Милди с Бумом на контрасте.